Здравствуйте, стрельцы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю, неделя со 2 по 8 февраля. Давайте посмотрим, что же вас ожидает в этот отрезок времени, что интересного у вас произойдет, соответственно, что интересного вас ждет. Напоминаю, что это общий таро-прогноз, возможно, он не всем подойдет одинаково, но надеюсь, что большинству из вас он все-таки будет полезен, будет перекликаться с вашей ситуацией, и в целом не зря я его здесь записала и выложила. Можете написать ваши комментарии, ваши отзывы, стрельцы. Я постараюсь на них ответить. И также в целом можете подписаться, если вы еще не подписаны. Также буду очень-очень признательна. Я всегда рада новым подписчикам, новым зрителям на своем канале. Поэтому не стесняйтесь, подписывайтесь. Итак, стрельцы, давайте посмотрим по дням недели. На каждый день недели мы достанем по одной карте. Сначала это будет основная колода, затем дополнительная. И мы посмотрим на те сочетания карт, которые у вас, соответственно, выпадут. Что это будут за карты и какие комбинации этих карт у вас получится. Итак, давайте начнем с понедельника. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, первая карта у вас просто потрясающая. Это карта туза кубков, карта радостного какого-то важного для вас начинания. По четверке жезлов это может касаться семьи, может касаться какого-то мира и гармонии в семье. Возможно, здесь какие-то празднования происходят, какие-то приятные подарки вы получаете, или здесь какая-то радостная ситуация в вашей семье, в вашем окружении, в вашем доме, или касается людей, с которыми вы живете под одной крышей. Да? То есть это что-то, опять-таки, для вас очень радостное, оптимистичное. Для кого-то это карта влюбленности и таких отношений, которые будут гармоничными, очень хорошими, процветающими для вас. Поэтому, кто одинокий, есть шанс хорошие отношения здесь, соответственно, начать. Карта восьмерка жезлов. Следующая карта. Карта стремительных, быстрых событий для вас вместе с пажом кубков. Здесь это может касаться водного знака зодиака. То есть раки, рыбы или скорпионы могут иметь к этому отношение. Здесь может быть какая-то возможность, которая как будто возникает у вас, и вы можете ее вовремя ухватить, как здесь за ножки, да, какой-то шанс по пажу кубков. Хорошие новости, которые вы в целом получаете в виде сообщений, звонков. Здесь будет хороший импульс и толчок для значимых перемен в вашей жизни. У кого-то здесь приглашение на свидание тоже может быть. То есть в целом какие-то хорошие такие события. Кстати, может быть и шанс познакомиться с новыми людьми для вас, завести новые знакомства, новых друзей, или какой-то такой зеленый свет в ваших делах, которые здесь есть. Карта тройка пентаклей, карта в среду выпавшая, показывает, возможно, совместную с кем-то работу, какое-то совместное сотрудничество с другими людьми, еще и паж пентаклей здесь. То есть паж приносит монетку, да, отдает монетку. Здесь вы можете договариваться с другими о какой-то работе или каком-то совместном деле. Можете подписывать какие-то важные документы и делать решительные шаги, касающиеся каких-то дел, да, начала вашего проекта, да, какого-то, каких-то возможностей, которые вам здесь даются по пажу пентаклей. То есть вы здесь очень по этой карте решительно действуете. И тройка пентаклей, она тоже о решительных действиях, которые вы предпринимаете, может быть, вкладываете во что-то деньги тоже. И дальше идет пятерка кубков. И пятерка кубков, она о неприятностях, которые, к сожалению, могут здесь произойти. А с девяткой пентаклей неприятности, потому что что-то не имеет того успеха, которого вы ожидали, которого вы хотели. Возможно, вас расстраивает какой-то провал в ваших делах. Может быть, вы получаете меньше, чем ожидали, меньше, чем хотели, соответственно, в этот день. Поэтому девятка кубков. Вы можете здесь также, девятка пентаклей, да, с пятеркой кубков. В целом вы можете здесь трудиться над чем-то, но как будто не получать того результата, да, который ожидали бы. Следующая карта, карта семерка кубков. Карта многих вариантов, многих возможностей, которые у вас есть. Вы их обдумываете, вы размышляете о них, возможно, по королеве мечей. Вы очень проницательно и внимательно рассматриваете эти предложения, эти варианты, думаете, какой из них будет лучше и выигрышнее для вас. В целом вы здесь можете и много планировать, много мечтать, думать, как реализовать свои амбиции, которых у вас через край, и по королеве мечей быть очень планомерными, очень продуманными здесь, соответственно. То есть меньше импульсивности и меньше каких-то спонтанных решений, а больше продуманности, логики,
логики, здравого смысла. Также, может быть, и какие-то варианты, связанные с воздушным знаком, то есть это весы, близнецы или водолеи для вас. Нужно быть осторожнее от иллюзий, которые могут быть. Кто-то может вам рассказывать какие-то сказки или вводить вас в заблуждение. Тут нужно быть осторожнее в этом плане, чтобы не витать в этих иллюзиях и не ошибиться в выборе, который нужно сделать. Дальше идет тройка кубков, карта веселья, радости по тройке кубков вместе с двойкой пентаклей. Все достаточно динамично, очень активно, очень деятельно вы проводите субботу. Здесь может быть общение с другими людьми, с друзьями или подругами по тройке кубков, когда вы обмениваетесь какими-то своими успехами. И также по двойке пентаклей здесь очень эмоционально можете быть. Вы здесь можете успевать много дел сразу делать. И опять-таки в этот день, успевая многое, можете радоваться успехам, которые получаете здесь по этой карте. Карта тройка кубков. Тройка кубков, двойка пентаклей. Можете даже, не знаю, куда-то, вот, идя с кем-то, общаясь, там компания людей, допустим, обсуждать какие-то варианты, обсуждать какие-то возможности, тоже взвешивать варианты и просить совета у кого-то, да, какое решение лучше принять. Следующая карта у вас на воскресенье, стрелецы, четверка мечей, карта паузы, отдыха, и по четверке пентаклей размышления о том, как сохранить что-то для вас ценное, важное, может быть, какие-то отношения или деньги. То есть здесь вот по четверке мечей вы здесь находитесь в состоянии небольшого застоя. Может быть, здесь меньше дохода в этот день, чем в другие дни. Тоже как вариант может быть по четверке пентаклей. Но в целом здесь вы занимаетесь также таким самоанализом, думаете о том, как, возможно, приумножить какое-то состояние, как увеличить какой-то свой доход, чтобы больше отложить денег, больше вот что-то, да, как будто бы прибрать к рукам, получить больше дохода. Поэтому она здесь так держит этот кошелечек. То есть размышления о том, какой вариант вас приблизит больше к получению вот этого желаемого, ценного, того, что вам хочется. Может быть, оптимальный выход из какой-то ситуации пытаетесь найти с минимальными потерями для вас, минимальными, в том числе и финансовыми потерями. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для стрельцов на неделю мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.